Сейчас пехотинцы должны провести разведку боем и попробовать занять здание слева. Офицеры направляются в корпуса фабрики, чтобы координировать работу танка. Я следую за ними. Когда мы бежали в сторону нового прохода к позициям боевиков, то что-то сильно ударило в рацию, а моя камера начала показывать ошибку в работе карты памяти. Поэтому попадание снаряда нами не снято. Что рядом с нами попал выстрел из РПГ. Сейчас бежим дальше. Потом я уточнил, что попадание было от Б-10. В тот момент нам показалось, что это РПГ. Боевики начали активно обстреливать нас из минометов и безоткатных орудий. Рация вышла из строя, и зная, что танкисты сейчас не слышат приказов, офицер бежит к первому танку, чтобы дать ему указания. Я следую за ним. Вес бронежилета офицера 15 килограмм, плюс разгрузка и рации. Несмотря на это, угнаться за ним нелегкая задача. Получив задание, танкисты наносят удар. Камера на втором танке зафиксировала мусор, поднятый взрывом мины. Экипаж получил задание выдвинуться вперед и ударить здание, в котором засекли движение боевиков. Быстрый подход, удар и отход. Танк прячет свой профиль за контейнер. Это нужно, чтобы расчет противотанкового ракетного комплекса не мог навести ракету на цель. Первый танк получает задание снова бить.
Второй танк снова идет на огневой рубеж. Пехота запросила поддержку, так как боевики открыли огонь. Очередь из пулемета и выстрел из основного орудия. Танкисты проверяют наличие боевиков и отходят за контейнер. Выстрел, и останки баррикады сносят ударной волной. Камера на втором танке фиксирует разрыв еще одной мины. Боевики сегодня активно работают из минометов, так как их оттеснили от канала, и они точно знают, где сейчас позиции армейских подразделений. Мина бьет по тому месту, где я еще пару дней назад бегал на разбитую позицию террористов. Использовать противотанковые ракетные комплексы и ракеты им тяжело, за счет слаженной работы по подавлению огневых позиций, а вот миномет позволяет террористам обстреливать нас из-за укрытий. Первый танк идет на огневой рубеж. Столб мешает навестись на позицию боевиков. Еще одна мина падает рядом с танком. Эта пыль поднялась от детонации снаряда. Танкисты одним выстрелом решают две задачи. Бронебойным сносится мешающий столб, а снаряд уходит в позиции террористов. Удар и отход. Командиры дали пехотинцам приказ отойти, так как их позиции открыты и уязвимы. Сейчас танк должен зачистить позиции боевиков, и потом снова солдаты вступят в бой. Это незабываемое чувство, когда акация бьет через нас по боевикам. Это громко. Подразделения сирийско-арабской армии работают слаженно и доверяют друг другу. И поэтому нет ни страха, ни настороженности из-за близкого прохода снаряда самоходки. Второй танк стремительно выезжает на огневой рубеж и бьет по позициям боевиков. Экипаж сейчас действует на свое усмотрение – отходить или выжидать боевиков. В сирийско-арабской армии приветствуется обоснованная инициатива. И если экипаж решает действовать так, значит офицеры могут одобрить его действия. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.